Посмотрите внимательно на эту конструкцию и давайте подумаем, что это и на что похоже. Догадались? А теперь попробуйте угадать, в каком веке она была создана. Наверняка большинство из моих подписчиков узнали явные черты одного из первых токарных станков, который был изобретен на рубеже 15 и 16 веков великим гением-изобретателем, пока нас интересует только это направление, Леонардо да Винчи. И как вы поняли, сегодня мы будем говорить о станках и инструментах, при помощи которых появлялись на свет уникальные конструкции и механизмы, невиданные до того времени и опередившие свое время на долгие десятилетия и столетия. Более подробно ознакомиться со всеми изобретениями да Винчи вы можете в сборнике всей деятельности гения под названием Codex Atlanticus, у которого есть даже официальный сайт, где в хронологическом и нумерологическом порядке выставлены все задокументированные изобретения. Вот, например, эскиз его токарного станка на странице 1059, датированный 1480 годом. Было логично предположить по хорошо обработанным деталям его конструкции, что у да Винчи было что-то наподобие станка, однако долгое время его не могли обнаружить, даже на эскизах. Но когда это произошло, все были удивлены, ведь несмотря на всю простоту и логичность конструкции, в нем обнаружены гениальные идеи, как, например, использование огромного маховика, который раскручивался педалью, и его центробежная энергия позволяла придать больший крутящий момент на заготовку. Даже присутствовало подобие задней бабки с ручкой для закрепления болванки. Конечно, как и почти все изобретения да Винчи, этот станок был сделан из дерева, но ведь для дерева и был предназначен. Еще больше удивляет этот станок, когда пытаешься сравнить его с теми подобиями станков, которые были на тот момент. Да даже сейчас модели токарного станка Леонардо работает и выполняет неплохо свою прямую задачу. Здесь же, в Атлантическом кодексе, на странице 1089, мы можем заметить еще одно уникальное изобретение да Винчи, датированное 1495 годом. И это внутренний расточной станок, предназначенный для сверления круглых заготовок. Таким образом создавались трубы для различных целей. Станок состоял в основном из дерева. Основную работу выполнял металлический бур, у которого была своя поддержка. На правом конце станка присутствовал шкив для раскручивания бура, а также ручка с деревянным винтом для продольной подачи. Самый интересный механизм находился в левой части станка. И здесь мы можем заметить непростой механизм, предназначенный для фиксации и центровки заготовок, размер которых ограничен лишь диаметром фиксирующих рамок. Между последних находилась так называемая бочка, представляющая собой полый цилиндр с тремя ручками. Вращение бочки приводило в движение механизм центровки болванки при помощи зубчатой передачи, а уже вращающиеся шестеренки закручивали винты в заготовку. А благодаря тому, что винты находились радиально на равных расстояниях друг от друга, заготовка фиксировалась максимально по центру. Собственно, можно сказать, что это был первый трехкулачковый патрон, знакомый нам не понаслышке. Конечно, были изготовлены позже и варианты с 4 фиксирующими винтами, о эффективности которых спорить нет смысла, однако это был уже не да Винчи. Возможно, у вас возникнет вопрос. Токарный был, мы видели, сверлильный, расточной. А как он делал эти винты? Не вручную же он их строгал? Ну, конечно же нет. Для этого у него был вот такой станочек с набором шестеренок разного диаметра и шага. Как вы поняли, это резьбо-нарезной станок, состоящий из станины, 2 винтовых вала и каретки с резцом. Движение каретки по 2 винтам дает возможность исключить крен каретки при работе. Тем самым получалась довольно неплохая резьба. Собственно, вот так гениально да Винчи, используя свои же изобретения, создавал все новые и новые. И мы понимаем, что наше развитие в станкостроении, да и не только,
обязана таким людям, как да Винчи. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.